У нас дома вообще не бывает никаких конфет, кроме этих. Мне нравится, что эти конфеты готовятся без сахара. Это прекрасная вкусняшка к чаю вашего домашнего приготовления. Вы точно знаете, что здесь есть. Пока я монтировала это видео, уже все конфеты были съедены, и как только это происходит, я готовлю новую порцию конфет. И дома у меня есть такая вкусняшка практически всегда. Итак, для начала нам нужно слегка подрумянить грецкие орехи, или любые другие орехи, или их смесь. Специально для этого духовку я не стала разогревать и подрумянивала их в грильнице, установив вилку на ребро, чтобы орехи не горели. Пока жарятся орехи, очищаем 2 крупные моркови и нарезаем их мелкими кубиками. Эти кубики мы будем поджаривать. Обычно я это делаю на какао-масле. Вот так оно выглядит, как капли белого шоколада. Вместо него можно использовать также сливочное масло или кокосовое. Делаем это на среднем огне. Нам нужно как можно больше утушить эту морковь, но не прям зарумянить, чтобы она не начала гореть. Тем временем орехи подрумянились. Я их измельчаю вот в таком ручном блендере, можно и в электрическом. Делаем довольно мелкую крошку с крупными фракциями, чтобы чувствовались кусочки орехов. Вообще, где бы я ни использовала орехи, я всегда их немного подрумяниваю. Это кардинально меняет их вкус. Также для этой порции конфет нам понадобится 3 очень крупных мясистых финика. Этот сорт израильских королевских фиников называется манджуль. Они очень крупные и очень-очень сладкие. Как и наша Бонька, храп которой вы можете услышать за кадром. Так вот, это не человеческий храп. В это трудно поверить, но это наша собака так храпит. Каждый такой финик весит около 25, иногда 30 грамм. И мякоть у них достаточно мягкая, в отличие от более суховатых и менее сладких фиников. Поэтому, если у вас нету таких огромных фиников, то мелких нужно взять по весу в 2 раза больше, чтобы восполнить сладость количеством фиников. Когда морковь уже достаточно румяная и суховатая, добавляем столовую ложку меда и нарезанные кубиками финики. Перемешиваем, добавляем щепотку соли, оставляем на малом огне буквально еще 1 минуту и полученную сладкую смесь отправляем к орехам. Вообще я очень большой любитель конфет грильяж, но я знаю, какое количество сахара нужно для скрепления орехов и получения такой тверденькой конфетки. Потому я добавляю более щадящий вариант сладости в виде небольшого количества меда и фиников. Морковь также дает некую долю сладости, а твердость получается путем хранения этой конфеты в морозилке. Я получаю домашний, более-менее невредный грильяж. Итак, после того, как мы смешали орехи с жареной морковью, финиками и медом, получаем массу, из которой мы можем легко сформировать вот такие аккуратные маленькие порционные шарики для конфеты размером на 2 укуса, или ее можно отправить в рот целиком, достаточно комфортно. Сначала ореховую массу нужно сжать пальцами, а затем, едва дотрагиваясь, формируем аккуратный шарик, не сильно надавливая, иначе смесь просто рассыпется. Из этой порции у меня получается около 23-24 конфет. Я выкладываю их на силиконовый коврик, можно выложить также просто на пергамент. И в открытом виде или слегка можно прикрыть пищевой пленкой, отправляю в морозилку минут на 20. А в это время подготовим растопленный шоколад. Я буду использовать черный шоколад с содержанием какао 85%. Если его просто растопить на водяной бане, то конфеты будут пачкать вам руки. Вот примерно так, как и с предыдущей партией конфет. Если это вас не беспокоит, то пожалуйста. Но мне больше нравится, конечно, более качественное обращение с шоколадом, которое не разрушает структуру какао-масла. Шоколад получается растопленный без темперирования. То есть мы его будем растапливать бережно, не разрушая структуру какао-масла. И это процесс для терпеливых. Но зато шоколад останется хрустящим и не будет пачкать вам пальцы. Свой черный шоколад можно использовать также молочный шоколад. Я отправляю в кондитерский мешок и погружаю его в миску с тепловатой водой, температура которой не превышает 34 градуса Цельсия. Сверху на пакет я установила миску также с теплой водой, чтобы пакет не всплывал.
Периодически шоколад внутри нужно перемешивать, разминая пакет, для того, чтобы ускорить процесс оттаивания шоколада. Ну и, конечно, подливать теплой воды, чтобы вода не остывала. И когда уже не будет твердых комочков шоколада внутри этого пакета, можно завершать приготовление наших конфет. Группируем шоколадную массу в конце кондитерского мешка. И сейчас нужно работать достаточно быстро, чтобы шоколад остался текучим. Отправляем пакет в чашку, чтобы было удобно. И прямо в этом пакете, не пачкая больше никакую посуду, будем обволакивать наши ореховые комочки и превращать их в конфеты. Шоколад моментально застывает на замороженных шариках и ложится хорошим толстым слоем, в отличие от текучего растопленного жидкого шоколада. Да, это выглядит не так красиво, как если бы я макала в красивой миске с растопленным шоколадом, но зато функционально. Вы пакет этот просто выбросите и не придется мыть миску от налипших остатков шоколада. Итак, шоколад используется по максимуму. На замороженных шариках шоколад ложится красивым, естественным и очень аппетитным рисунком. И от такого быстрого перепада температур между шариком и шоколадом в некоторых местах появляются глубокие, красивые и тоже очень аппетитные трещины. Это нормально. Ну вот, как я обещала, медленно растопленный таким образом шоколад имеет более твердую кристаллическую структуру и не тает моментально при соприкосновении с руками. Предлагаю одну разрезать и посмотреть, как там внутри. Ну что ж, это и красиво, и очень вкусно, и более-менее не вредно, что для меня, например, очень важно. И для получения эффекта грильяжа я предлагаю хранить эти конфеты в морозилке. Можно хранить в холодильнике, потому что все-таки там есть жареная морковь, это не совсем подходит для хранения в шкафу. Но из морозилки мы получаем очень вкусные, хрустящие, великолепные конфеты. Ну что, видео досмотрели? Я тоже. Ну и поскольку это моя последняя конфета из того, что вы видели, я пошла готовить следующую и читать ваши комментарии. Задавайте вопросы. Если у вас, конечно, они остались, пишите, что думаете, будете ли готовить. А у меня на сегодня все. И увидимся с вами в новом видео. Это же райская баунти. А пальцы пооблизывать. Фотографии своих изделий вы можете отправить мне в Instagram в директ. Ссылочка есть в описании канала. Если не подписаны, подписывайтесь. И самые красивые фотографии попадут в сторис.